Сальвете на канале Майк Шоу, с вами Майк Орион, и в этом видеоролике мы разберем информацию об новой части Little Nightmares 3. Приятного просмотра! Действие Little Nightmares 3 будет проходить в пустынных локациях и в ярмарке с жителями. Пока точно неизвестно, будет ли третья часть связана с прошлыми частями серии или же с комиксами. Однозначно появится новый злодей, который будет связан с зеркалами. Возможно, это человек из зеркала, которого мы видели в комиксах. Также из трейлера видно, что новым злодеем еще будет фарфоровая кукла, которая своим взглядом, как глаза в других частях, будет превращать героев в пепел. Мы видели этого ребенка в артах игры. Еще одним злодеем будет Многорукий, который будет вылазить из канализации. В игре сделан акцент на воронах, возможно, они могут стать отдельными врагами или помощниками смертельного ветра из комиксов, или же секретками, которые нужно собирать наподобие статуэток Леди в первой части. Еще противниками будут жуки, которых мы будем отпугивать светом. Второстепенными злодеями будут жители города и ярмарки, напоминающие посетителей чрева. В игре будет два персонажа, Лоу и Элоун. Один из них с маской вороны будет проходить через зеркала наподобие способности Моно телевизорами, а у героини будет гаечный ключ, который мы будем использовать для решения загадок и уничтожения противников. Лоу значит слабый, а Ион одинокая. Это говорит о том, что Моно переводилось не одинокий, а первый. Можно предположить, что все дети на арте как раз и были детьми под номерами смертных грехов. Шестая — это чревоугодие, а Моно — это гордыня. Ведь он стал тощим человеком и возгордился, что смог управлять судьбой и поменять ее. Также можно предположить, что Моно — это переводится не гордый, а наоборот, противоположность гордыни, то есть застенчивость, ибо он носил маску. Не исключено, что одним из злодеев будет смертельный ветер, о котором описывалось в комиксах, или же дети, которые стали монстрами. Ибо Моно и Шестая находятся в циклах, занимая место злодеев. У Лоу есть также на ноге кандалы, как у мальчика из первой части. Возможно, то он также сбежал из чрева. Сам же мир, откуда мы пытаемся сбежать, называется Спираль. Также, возможно, будет связь с прошлыми частями, например, главными злодеями могут оказаться Моно и Шестая. Почему-то именно дети, которые обозначаются цифрами, становятся злодеями, и мы, возможно, опять увидим перевоплощение. Можно предположить, что в новой части оба героя сбегут из спирали, или же оба погибнут, так как здесь есть кооператив. Сложно предугадать, какой будет сюжет, и будет ли он вообще развивать дальнейшую концепцию игры, так как данную студию выкупила другая игровая компания, и однозначного ответа на это нет. Если говорить про геймплей, то в нем появился кооператив, то есть режим двух игроков, где вы оба будете играть за отдельного героя, но и сохранился и однопользовательский режим. Также среди нововведений встречаются игровые механики, связанные с ветром и полетом в виде зонта. Также состоится легендарное возвращение гномов. Точно неизвестно, будут ли они живыми, так как в трейлере можно заметить только спящего или мертвого гнома. Возможно, мы попадем в чрево после того, как Шестая убила госпожу, и вследствие этого чрево вымерло. Дата выхода игры состоится в 2024 году. Надеюсь, этот видеоролик был полезен вам. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Всем успехов и пока.